Приветствую вас на канале История, Геральдика и Викселология. Сегодня свой обзор я посвящаю флагу Березы. Береза – город в Брестской области, Беларуси. Административный центр Березовского района. Первое упоминание относится к 1477 году. Флаг Березы является официальным символом. Современный флаг был учрежден указом президента Республики Беларусь 2 декабря 2008 года и зарегистрирован в Государственном геральдическом регистре Республики Беларусь 23 января 2009 года. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с отношением сторон 1 к 2, имеющее нижнюю полосу белого цвета, которая отделена от верхней части двумя волнистыми поясами, верхний белым, нижний голубым. В центре лицевой стороны полотнища ворота белого цвета. Так как флаг города создан на основе герба, то рассмотрим историю второго. Береза известна по письменным источникам с 1477 года, как деревня Слонимского, с 1621 года Кобринского поветов. С 1626 года имела статус местечка. Была собственностью Гамшеев, Вештартовичей, Гостовских, Рудинских. С конца XVI века перешла в собственность Сапег. На протяжении 1648-1689 годов здесь велось строительство Березовского Картезианского монастыря. Его основателем стал подканцлер Великого княжества Литовского Казимир Леон Сапега, который пригласил сюда монахов-картезианцев. Главным его сооружением был каменный костел, который был украшен резьбой по дереву, полихромными скульптурами, живописными полотнами итальянских мастеров. Помимо костела в монастырский комплекс входили жилые корпуса с одиночными кельями, библиотека, хозяйственные постройки, мастерские, сады и огороды. Средства на содержание монастыря шли и за счет пожертвований богатых людей на захоронение в монастырском склепе. В 1656 году здесь был похоронен его основатель, Казимир Сапега, и другие представители этого магнатского рода. В 1706 году в Березе состоялась историческая встреча Петра I с польским королем Августом II. Шла Северная война, и, захватив город, шведские войска разрушили не только его, но и монастырь. Закат жизнедеятельности монастыря начался после восстания 1830-1831 года, когда монастырская прислуга примкнула к одному из отрядов Пусловского. Это дало повод властям закрыть и монастырь, и костел, строительный камень и облицовочный мрамор которых пошли на военные объекты. В настоящее время начаты восстановительные работы по реставрации въездных ворот монастыря. Этот объект имеет вторую категорию ценности памятников историко-культурного наследия, имеющих республиканское значение. На гербе изображены ворота, которые некогда украшали вход в монастырь. Официальный геральдический символ березы относится по своему сюжету к так называемым архитектурным гербам, поскольку главная фигура ворота имеют реальные очертания и легко узнаваемы. Природно-ландшафтные особенности расположения города переданы чисто геральдическим приемом. Серебряная конечность с двумя волнистыми пониженными поясами, серебряным и голубым, символизирующими реку Ясельду, на которой некогда стоял монастырь, во многом определявший весь уклад жизни близлежащей округи. Флаг и положение о нем были одобрены решением Березовского районного исполнительного комитета 25 июня 2002 года. Что касается символизма флага, то ворота бывшего Картезианского монастыря представляют постройку, которая сыграла большую роль в истории не только Березы, но и всего района. Голубая волнистая линия в нижней части полотнища символизирует реку Ясельду, на которой расположен город. Синий цвет символизирует красоту и величие. Белый цвет обозначает чистоту помыслов и мир. Всем спасибо за внимание, и если вам понравилось данное видео, то не поленитесь поддержать его лайком и подпиской на канал. До скорых встреч!